Удивительная история любви, которая доказывает, что птицы все помнят. Аист на протяжении 20 лет пролетал 13 тысяч километров ради любимой. Птицы всегда восхищали людей своей грацией в полете и сложными социальными связями. Но некоторые пернатые пары привлекают внимание по другим причинам. Они преданы друг другу на протяжении всей жизни. Мы рассказывали историю лебедя из Англии, который каждый год так рьяно охраняет гнездо, где сидит его возлюбленная, что люди опасаются проходить мимо. Такие истории о настоящей верности и любви всегда вдохновляют. Одна из таких трогательных историй началась в 1993 году, когда хорватский дворник Степан Вокич нашел в пруду раненую самку белого аиста. Птицу Вокич выходил, но из-за раны она больше не могла летать. Он решил позаботиться о ней, несмотря на все трудности, которые это могло принести. Вокич привез ее в свою деревню Бродский Ворош, вылечил и дал ей имя – Малина. С тех пор она стала жить у мужчины как член его семьи. Каждый день Степан заботился о своей новой находке, корил ее и наблюдал за тем, как она восстанавливается. Прошло несколько лет, и в 2001 году, когда Малена полностью оправилась от травмы, к ней в дом почтительно начал навещать аист. Вскоре выяснилось, что двух птиц связывают не только приятельские отношения. Вокич дал ухажеру своей пернатой питомице кличку – Клепетан. Этот аист был настойчивым ухажером, и каждую весну он возвращался к Малене. С приходом весны аисты снова встречались друг с другом, укутанные нежностью и заботой. Клепетан оставался с ней до конца лета, а затем улетал обратно в долгие странствия на зиму. Степан, будучи рядом с обоими пернатыми, заметил, насколько крепкой была связь между ними, и заинтересовался путешествиями Клепетана. Понимая, как важна для них эта связь, он решил прикрепить аисту к ноге GPS-трекер, чтобы следить за его странствиями и узнать, сколько миль он пролетает каждый год. Результаты оказались поразительными. Оказалось, что за зиму Клепетан летает в Южную Африку и преодолевает расстояние в 13 тысяч километров. На свой полет он затрачивает целый месяц. Степан стал свидетелем невероятного путешествия, которое стало настоящим чудом природы. Эти уникальные отношения Малены и Клепетана не оставили равнодушными людей вокруг. Они превратили этих аистов в настоящих знаменитостей Хорватии. Местные жители стали приходить, чтобы наблюдать за их парой, их преданностью и любовью, которые располагались в трудных условиях, где доброта и забота имели особое значение. Кроме того, поскольку Малена не могла самостоятельно добывать пищу из-за травмы, Вокич взял на себя заботу о ней и ее потомстве. Он построил для аистов новое гнездо и стал заботиться о птенцах, когда они появлялись на свет. С момента их появления жизнь Степана стала еще более значимой и насыщенной. Он с радостью следил за тем, как растут птенцы, и у него возникло чувство счастья. Степан также уделял много внимания самой Малене. Он купал ее, укрывал от жары, наносил специальный крем на лапки, чтобы предотвратить их пересыхание вдали от болота. Он даже потратил время, чтобы изучить, какие корма лучше всего подходят для ее рациона, чтобы обеспечить ее всем необходимым для полноценной жизни. Вечерами они обычно вместе проводили время перед телевизором, и Вокич даже завел маленькие традиции, чтобы сделать их совместное времяпрепровождение особенно приятным. Однако время неумолимо. Эта история длилась около 2 десятилетий, пока Малена не умерла в 2021 году. Степан был опустошен ее потерей и очень грустил. Он даже задумался о том, чтобы сделать что-то особенное в ее память, так как не мог забыть всю любовь и привязанность, которые они разделяли. Несмотря на утрату, Клепетан продолжал ежегодно возвращаться в Бродский Ворош, посещая место под яблоней, где похоронена его возлюбленная. Это было не просто место, это было символом их связи. Глядя на это место, можно было почувствовать всю глубину их истории.
Сообщения о Клепетане и его верности к Малене разлетелись по всей стране, превратив этого аиста в символ любви и преданности. Люди начали следить за его жизнью и отмечали, как он все еще искал свою подругу. По сообщениям, у Клепетана появилась новая партнерша по кличке Млада. Тем не менее, он все равно не забывает свою прежнюю подругу. Это удивительно и трогательно, что даже после смерти Малены он продолжал возвращаться на то гнездо, которое они построили вместе, и каждый год его любовь к ней была видна. Некоторые даже говорили, что Клепетан все еще искал Малену в каждом уголке своих путешествий, что его стремление к воспоминаниям о ней продолжает жить в его сердце. В соседях начали оставлять мелкие знаки памяти о любви двух аистов. Это были цветы и маленькие записки от людей, которые искренне восхищались их историей. Клепетан со временем стал символом надежды для многих, а его история вдохновила людей не забывать о любви и о важности связи с теми, кто нам близок. Каждый год Клепетан возвращался, и в этом была особая красота, ведь его путешествие означало не только физическое перемещение, но и эмоциональное, связанное с любыми отношениями. Видя его возвращение, жители деревни снова и снова печатали его историю и устраивали маленькие фестивали в его честь, чтобы чествовать эту искреннюю связь. Аисты, как и люди, являются социальными существами, и их привязанности не поддаются времени и расстояниям. Степан и его соседи обрели надежду и восхищение в жизни, пока Клепетан продолжал охранять память о своей возлюбленной. С каждым новым сезоном аисты становились все более уважаемыми и любимыми в Бродский-Ворош. Степан Вокич, хоть и пережил тяжелую утрату, стал не только другом, но и защитником аистов и природы в целом. Он начал инициативу по охране мест обитания этих великолепных птиц, причем его собственные личные переживания только укрепляли его приверженность делу. Вместе с друзьями и соседями он организовывал проекты по очистке водоемов и созданию условий для жизни аистов, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций, которые когда-то коснулись его. Вокич стал ведущим голосом, поддерживающим связь между людьми и природой, рассказывая о своих отношениях с Маленой и Клепетаном. Жители Бродский-Ворош сплотились, понимая, что как одна семья они делятся этой историей, основанной на любви и преданности. Каждый год, когда Клепетан возвращался из своей долгой зимней поездки, деревня оживала и наполнялась смехом и радостью, получая возможность увидеть его снова. Люди устанавливали специальные камеры, чтобы следить за его передвижениями и поведением, изучая, как он адаптируется к изменяющимся условиям. Местные студенты даже проводили проекты в рамках своих школ о важности охраны природы и сохранения диких животных, используя историю Клепетана как вдохновение. Долгие годы истории Клепетана и Малены напоминали о том, что не всегда все просто в природе, но истина и чистота любви могут вдохновлять даже в самых мрачных обстоятельствах. Они показали, что преданность, терпение и надежда могут превышать любые расстояния и время. И пусть их история имела убыточный конец, она оставила следы в сердцах многих, освещая путь надежды и единства. С окончанием каждого сезона, когда холода начинали подкрадываться, а журавли, ласточки и аисты готовились к миграции, весь город собирался, чтобы проводить Клепетана в его свете надежды. И хотя с течением времени он все больше понимал о боли утраты, но всякий раз, когда он приземлялся, это означало, что он продолжит любить по-прежнему. А их традиция, основанная на уважении к природе и памяти, расширялась все больше. Эта вдохновляющая история напоминала всем, что даже наша жизнь заполнена уймой невзгод и трудностей. Мы всегда способны на что-то большее. И пусть между нами и нашими любимыми, будь то люди или животные, простираются километры, наша любовь и преданность останутся незыблемыми, и, возможно, однажды мы снова увидим их и сможем сказать им, как они дороги нам.
Дорогие зрители, как вы думаете об этой трогательной истории о клепетании и молении? Расскажите в комментариях, какие эмоции она вызвала у вас. Если вам понравилось это видео и его содержание, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До встречи! Эта история — еще одно доказательство того, что настоящая любовь не знает границ, и даже в мире дикой природы взаимопонимание и связь могут хоть немножко помочь нам создать будущее, полное надежды и сострадания.